Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Knit Solo, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой узор. Данный узор состоит из лицевых, изнаночных и вытянутых петель. Рассмотрим схему данного узора. Раппорт состоит из 5 петель по горизонтали и условно из 4 рядов по вертикали, так как с 5 ряда рисунок повторяется, но он смещен на одну петлю вправо. На схеме у меня вертикальная черточка — это лицевая петля, и горизонтальная — это изнаночная. Кружок обозначает петлю, нужно снять, нить рабочую держать за работой. Перечеркнутый кружок обозначает петлю нужно снять и нить держать перед работой. Для своего образца я наберу 32 петли. Из них 30 петель — это число, которое кратно 5, так как у нас в раппорте 5 петель. И плюс еще 2 кромочные. Итак, для своего образца я набрала 32 петли. После наборного ряда первый ряд я провязала изнаночными петлями. Далее я буду вязать по схеме узора, начиная с первого ряда. В первом ряду первые 4 петли я провяжу лицевыми, следующая петля снимается, нить при этом идет за работой. Далее все повторяется: 4 петли лицевые, петля снимается, нить за работой, и так до конца ряда. Первую кромочную я снимаю, последнюю буду провязывать изнаночной в своем образце. В первом ряду я сняла первую петлю кромочную, следующие 4 петли по схеме я провязываю лицевыми. И следующая петля снимается, нить при этом идет за работой. Вот я держу рабочую нить, она остается за полотном, и переснимаю петлю на правую спицу не провязанной. Провязан раппорт. Далее все повторяем. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Одна петля переснимается, нить идет за работой. Опять повторяем. 4 петли лицевые. 1 петля снимается, нить идет за работой. 4 петли лицевые. 1 петля снимается, нить идет за работой. 4 петли лицевые. 1 петля снимается, нить идет за работой. И 4 петли лицевые. И 1 петля снимается, нить идет за работой. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону, и перед тем как вязать по схеме узора второй ряд, я хочу уточнить важный момент. На схеме узора у меня обозначены и лицевые ряды, и изнаночные. Лицевые — это нечетные числа, а изнаночные ряды — это четные числа. Лицевые ряды по схеме мы читаем справа налево, вот так как я показываю. А изнаночные ряды по схеме мы будем читать слева направо, вот в этом направлении. Лицевой ряд справа налево, изнаночный слева направо и так далее. Итак, вяжем второй изнаночный ряд. Во втором ряду первая петля должна быть снята, и нить при этом идет перед работой. Далее 4 изнаночные петли, и потом все повторяем. 1 петля снимается, нить перед работой, 4 изнаночные петли. И так до конца ряда. Первую кромочную я снимаю не провязанной. По схеме узора первую петлю я снимаю на правую спицу не провязанной, и рабочую нить при этом держу перед работой. 4 изнаночных петли. 1, 2, 3, 4. Затем все повторяем. 1 петля переснимается на правую спицу не провязанной, нить я держу рабочую перед работой, и 4 изнаночных петли. 1, 2,
3, 4. Опять одна петля переснимается, нить держится перед работой и 4 изнаночных петли. 1, 2, 3, 4. И таким образом мы повторяем до конца ряда. Второй ряд провязан до конца, последнюю кромочную я провязываю изнаночной и поворачиваю работу на лицевую сторону. По схеме узора я сейчас буду вязать третий ряд. В третьем ряду первые 4 петли лицевые, далее петля снимается, нить держится за работой. Далее все повторяем. 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить за работой. И так до конца ряда. Вяжем третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязанной. Следующие 4 петли я провязываю по схеме узора лицевыми. 1, 2, 3, 4. Следующая петля снимается на правую спицу не провязанная, нить держится за работой. Далее повторяем. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается на правую спицу, нить держится рабочая за работой. Опять повторяем. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается на правую спицу, нить держится за работой. И таким образом вяжем до конца ряда. Я провязала третий ряд до конца, повернула работу на изнаночную сторону и сейчас буду вязать четвертый ряд. В четвертом ряду все петли провязываются изнаночными. Я снимаю первую кромочную и все петли четвертого ряда я сейчас провяжу изнаночными петлями. Я провязала четвертый изнаночный ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону и сейчас я буду по схеме узора вязать пятый ряд. В пятом ряду раппорт смещается на 1 петлю вправо. Если вы обратите внимание, то в предыдущем раппорте провязывалось 4 петли лицевые в первом ряду, затем 1 петля снималась. А в пятом ряду мы провяжем 3 петли лицевые и затем 1 петля снимается. Затем 4 петли лицевые, 1 петля снимается, 4 петли лицевые, 1 петля снимается и так до конца ряда. То есть мы смещаем узор на 1 петлю вправо. Вяжем пятый ряд. Первую петлю снимаем, это кромочная. Следующие 3 петли я провязываю лицевыми. 1, 2, 3. Далее следующая петля по схеме узора снимается на правую спицу не провязанная, нить рабочая идет за работой. Следующие 4 петли провязываются лицевыми. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается на правую спицу, нить держится за работой. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается на правую спицу, нить держится за работой. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается, нить за работой. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается, нить за работой. 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля снимается, нить за работой. И у меня остается перед кромочной 1 лицевая. Я провязываю ее лицевой петлей и кромочную провязываю изнаночной. Пятый ряд провязан до конца, поворачиваю работу на изнаночную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону и сейчас буду вязать шестой ряд по схеме узора. Напоминаю, изнаночные ряды читаются слева направо в этой схеме, вот в этом направлении.
Итак, по схеме узора в шестом ряду первая петля изнаночная провязывается, следующая петля снимается не провязанная, нить держится перед работой. Далее 4 петли изнаночные, 1 петля снимается, нить держится перед работой. И далее повторяем до конца ряда. 4 петли изнаночные, 1 петля снимается, нить перед работой и так далее. Вяжем шестой ряд. Первую кромочную снимаю. Далее по схеме узора первая петля провязывается изнаночной, следующая переснимается на правую спицу, нить держится перед работой. Далее 4 петли изнаночные. 1 петля переснимается на правую спицу, нить держится перед работой. 4 петли изнаночные. 1 петля переснимается, нить держится перед работой. 4 петли изнаночные. 1 петля снимается, нить идет перед работой. И таким образом вяжем до конца шестого ряда. Шестой ряд я провязала до конца, повернула работу на лицевую сторону. И сейчас по схеме узора я буду вязать седьмой ряд. В седьмом ряду первые 3 петли лицевые, следующая петля снимается не провязанная, нить держится за работой. Далее 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить держится за работой. И повторяем так до конца ряда. 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить за работой. Вяжем седьмой ряд. Первую кромочную я снимаю, следующие 3 петли провязываю лицевыми, следующая петля снимается не провязанная, нить держится за работой, 4 петли вяжу лицевыми, 1 петля снимается, нить держится за работой, 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить держится за работой. И таким образом вяжем до конца седьмого ряда. Я провязала седьмой ряд до конца, повернула работу на изнаночную сторону. И сейчас я буду вязать восьмой ряд. В восьмом ряду все петли вяжутся изнаночными. Итак, первую петлю в восьмом ряду кромочную я снимаю не провязанной. И следующие все петли я вяжу изнаночными петлями. Я провязала восьмой ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону и по схеме узора сейчас буду вязать девятый ряд. Обратите внимание, каждые 4 ряда узор смещается на 1 петлю вправо. Начиная с 9 ряда мы рисунок также сместим на 1 петлю вправо по отношению к предыдущему раппорту. В 9 ряду первые 2 петли провяжем лицевыми, и следующая петля будет переснята не провязанная, нить держится за работой. Далее 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить за работой. 4 петли лицевые, 1 петля снимается, нить за работой. И так вяжем до конца ряда. Дальше, начиная с 9 ряда, свой образец я буду вязать самостоятельно. Провяжу несколько раппортов в высоту и покажу вам, как получается узор. Напоминаю, каждые 4 ряда у меня будет смещаться рисунок на 1 петлю вправо по отношению к предыдущему раппорту. Я провязала свой образец в высоту достаточную для того, чтобы рассмотреть сам узор. Вот так он выглядит. И на сегодня у меня все. Всем всего хорошего.